Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. В предыдущих роликах я тестировал скорость работы SSD диска по SATA 2 и по USB 3.1. Так мы узнали, что же все-таки быстрее. После этих тестов у меня осталось два диска с установленной системой. Один SSD диск и второй родной жесткий диск PS4. И я хочу провести очередной эксперимент. Что будет, если я выну SSD диск из консоли и верну туда жесткий диск? Примет его система или попросит переустановить прошивку? И сейчас мы это проверим. PS4 FAT 1100 серии с прошивкой 9.0. Сейчас в системе стоит SSD. Набор игр и некоторые системные настройки отличаются от того, что есть на HDD. В общем, все работает и даже достаточно шустро. Сами можете оценить это в ролике по подсказке сверху. Теперь надо лишь заменить SSD на старенький HDD. Уже не раз показывал этот процесс. У меня даже был ролик про замену жесткого диска со всеми подробностями про бэкап и установку ПО. Ссылочка также будет в описании. По поводу результата этого эксперимента. По идее должно сработать, особенно после того, что прочитал в статье про Downgrade. Хотя на всякий случай у меня есть пару резервных копий. Одна полная, а другая только с аккаунтами. Это на случай фиаско. Ну все, пойдем запускать. Вообще по плану это видео должно было выйти раньше, чем про Downgrade, поэтому намек на то, что я женился, остался в начале ролика. Кстати, спасибо всем за поздравления. PS4 запустилась с геймпада. В любом случае, логотип PS должен появиться при запуске системы. Намного интереснее, что за этим последует. Долго включается. Необычно. Слишком долго. О, появилось меню. Похоже, PS4 приняла свой старый жесткий диск. Странно, но почему-то PS4 не реагирует на кнопку PS на геймпаде. Возможно, разрядился. Пришлось идти за проводом в другую комнату, искать его. Всегда во время съемок что-то происходит. Ну да ладно. Все пользователи на месте, и перед нами главное меню. Все игры тоже на месте, и вроде как все работает. Даже тема осталась той, что была в момент замены жесткого диска. Не обращайте внимания на изменения картинки. Параллельно пытался настроить ISO и автофокус. Кстати, спасибо за ваши лайки и подписку, особенно после видео о даунгрейде. Теперь даже не знаю, будет ли все стабильно работать, или стоит снова переустановить прошивку. Хотя может чуть позже. У меня тут есть одна идея, что еще можно протестировать в плане внутренних и внешних скоростей загрузок игр. А касаемо эксперимента, все казалось возможным. Но помните, что в любой момент консоль при переустановке прошивки может сменить ключи, и старый диск не будет принят. Про это писал один из разработчиков сцены несколько лет назад. Давно хотел провести подобный эксперимент, и наличие всего пары SSD и жестких дисков позволили мне это сделать. Осталось раздобыть переходник от Nico. Интересно, что показали бы полноценные 3,5 жесткие диски? Можете написать в комментариях, какие еще эксперименты вы бы хотели увидеть. Вот мой Instagram, запрещенный в России. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. А вот и Telegram. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и Яндекс.Дзен будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.